Здравствуйте, друзья! Настоящая история, выпуск 7. Откуда брались мощности для освещения больших городов до 19 века? Принято считать, что первое электроосвещение в городах появилось в 1879-1880 годах. Однако Франкфурт подобной иллюминации, как на фото, похвастался еще в 1730 году. За 150 лет до официальной даты. Для такого освещения нужно было провести оборудование, наладить, запустить перед этим производство и произвести колоссальное количество лампочек, проводов и остального снаряжения. Откуда же мощности? Или можно просто воспользоваться атмосферным электричеством, эфирным, с конденсаторами на оловянной амальгаме. Тем самым эфиром, который Менделеев поставил на первое место в своей периодической таблице. Странное небесное явление. В апреле 1561 года в Нюрнберге сотни сфер, цилиндров и других странных объектов хаотично перемещались в небе. Люди описывали это как воздушное сражение. За ним последовало появление большого черного треугольного объекта. Затем произошло его крушение за пределами города. Этот факт официально задокументирован. Документы находятся в Швейцарии, город Цюрих. Что это могло быть, если в те времена никаких летательных аппаратов у человечества не было? Ученые сделали невероятное открытие, которое позволит отыскать Атлантиду. Американские и европейские ученые недавно пришли к выводу, что примерно 12 800 лет назад в Атлантический океан упал огромный астероид. В черной прослойке Земли были найдены наноалмазы и свидетельства катастрофического взрыва при температуре более 2000 градусов при огромном давлении. Интересно, что Эдда, Вишну и Махабхарата и Веды Перуна пишут, что раньше у Земли было 3 спутника – Лёля, Фата и Месяц. Лёля – самый маленький спутник, который упал в океан около 12 тысяч лет назад, в результате чего была затоплена Атлантида. Фактически современные ученые разом получили подтверждение легенды о лунах, о катастрофе и о потопе, а значит и об Атлантиде. На нашей планете есть карьеры размером с несколько стран или размером с целую пустыню. Например, на территории Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана, Казахстана и Ирана нет плодородных почв на большей части потому, что сняли слой породы толщиной метров 100 вместе с почвой и всем живым. В это сложно поверить, но поверить глазам придется. Похоже, что Аральское море и Каспий – это гигантские затопленные карьеры. На фото урочище Басжира находится в западной части плато Устюрт, Казахстан. Возвышенности позади Volkswagen – это стенка, сформированная роторным экскаватором. Возможно, что Москва была занесена потопом, и не раз. При раскопках в 1995 году из-под грунта откопали стены и деревянные срубы прямо под стенами Кремля. Изначально Москву строили из белого известняка, не отличавшегося прочностью. Краснеть Кремль начал с 1485 года, когда итальянские зодчие заменили белый камень на красный обожженный кирпич. Если водяная катастрофа случилась, то история не может не сохранить факт, что центр города внезапно занесло десятками метров земли вместе с домами, мостами и хижинами. Санкт-Петербург существовал до 1703 года. В XVIII веке жил историк и писатель Михаил Дмитриевич Чулков. Его книги объявили сказками, но вот что он писал. Во времена древних наших князей, до времен еще Великого Кия, на том месте, где ныне Санкт-Петербург, был великолепный, славный и многолюдный город именем Венета. В нем обитали славяне, храбрый и сильный народ. Государь сего города назывался Нравоблаг. Он был храбрый полководец в свое время, ополчался против Рима и Греции и покорял многие окрестные народы под свою область. Официальных данных по этому поводу нет. Сохранились различные загадочные литографии, которые подтверждают эту теорию. На фото барак для рабочих и хозяйственные постройки на строительной площадке Исаакиевского собора. Литография Бенуа, 1845 год. Король Артур был русским князем, заявил историк Говард Рид. Выпускник Кембриджа утверждает, что не один год провел в архивах наших музеев и сравнивал атрибутику Артура и Руси, и только потом решился на публикацию.
Ученый исследовал все географические места, связанные с предводителем рыцарей круглого стола в Великобритании, Франции и России, и определил, что король Артур – представитель племен, живших в сарматских степях Южной России, славившийся своими высокими и белокурыми всадниками. Любопытно посмотреть на крест с гробницы короля Артура. Написано «Rex Arturius», то есть «Царь Орды Рус» или «Царь Русской Орды». Позднее, начиная с 18 века, имя стали записывать по-новому – Артуриус. Теперь понятно, откуда в центре Нижегородского Кремля стоит кельтский крест. Фигура астронавта замечена в 1995 году на декоре средневекового собора. Епископ собора Родриго Солоналис заявил в оправдание, что это является нормой для церковного канона католического храма. По словам священника, это обычные для средних веков монстры, каковых снаружи на католических храмах неисчислимое множество. Они символизируют исчадия ада, с которыми человек может сталкиваться вне храма, зато внутрь собора им дороги нет. Здание, которое транспортировали из Москвы в Нижний Новгород. Вы его видите на фото. Это Всероссийская художественно-промышленная выставка 1896 года. В те времена металлоздания строили не с помощью сварки и болтов, строили с помощью секретных технологий на заклепках. Разобрать здание было непросто. В это время Нижний Новгород уже электрифицирован, ходили электрические трамваи. Сегодня наши депутаты могут только переименовывать улицу с тратой в миллион на табличку, а тут целое здание перенести. По кирпичикам разбирали. Или это металлоконструкция? Ученый изобрел паровой двигатель в 1 веке. Инженер-механик, математик Герон Александрийский изобрел автоматы по продаже святой воды, автоматические двери для храмов, измеритель расстояния, пожарную помпу, фонтаны и паровой двигатель в Египте. Паровой двигатель представлял собой котел с водой, под которым разводили костер, вода закипала и вырывающийся пар раскручивал устройство. Напомним, что официальная наука смогла заново дойти до парового двигателя только в 19 веке. Человек современный и человек 18-19 века – разные существа? Поразмышляем. Раньше люди творили, создавали, читали книги, стихи, ходили в театры, были красивые города, дома с лепниной и колоннами, дворы были украшены фонтанами и статуями. Сегодня человек живет в убогих однотипных условиях. Из развлечений телевизор, ютубчик, игры и алкоголь. Человек современный больше похож на гибрид человека из прежних веков. Самое страшное, что людей все устраивает. Некоторые так к этому привыкли, что не хотят что-то в жизни менять. 20 тысяч лет назад на территории Сибири произошло обледенение. На этот несчастный ледник официалы скинули все: огромные борозды, принесенные отложения, ископаемые образования озер. Почему тогда этот ледник не стер круглые озера по всей России? Почему мегалитические сооружения Урала и Сибири остались стоять нетронутыми? Или в Сибири был какой-то другой ледник, который мгновенно заморозил мамонтов и ничего больше не тронул? А вы слышали о стране Монголы и городе Тартар? Посмотрите на атлас Матиаса Квадена 1600 года. Чукотка заселена очень плотно. Очевидно, что на территории нынешней Чукотки жили себе спокойно монголы и тартары в стране Монгол. Кстати, столица страны Монгул. Рядом располагался не менее славный град – Тартар. Поскольку монголы и тартары дружили, их нравы были одинаковы. В других народах их звали монголо-тартары. Настоящее имя Чингисхана – Тимур. Он был славянской внешности. Чингисхан – это не имя, а титул. Ханами же называли военных правителей на Руси. Их было несколько. Факты, которые указывают на то, что Чингисхан не принадлежал к монголоидной расе, имеются. Почему-то нет ни одного древнего документа и упоминания о нем на монгольском и татарском языке, в отличие от русского языка. И да, среди армии татаро-монгольского ига более 80% военных были славяне, что уже рушит всю историю и события того времени. Пирамиды возрастом больше 12 тысяч лет в Боснии. Пирамиды построены атлантами или гиперборейцами. Их раскопки начались близ города Високо исследователем Семиром Осмаганичем. Пирамиды посвящены Луне, Солнцу и Дракону. Горы сложены из бетонных блоков, тропы вымощены брусчаткой. Внутри обнаружены надписи на рунах и каменные шары. Раскопки вызвали скандал в научном мире Европы.
Первооткрыватели боснийских пирамид объявили мошенниками. Лишь археологи из России признали искусственное происхождение построек и вернули раскопкам научный статус. Русские девушки никогда не встречали гостей с хлебом с солью. Это полное искажение русской народной традиции. Девушка или группа девушек в псевдорусских костюмах преподносят гостям на полотенце хлеб и соль. Знакомая картина? Но на самом деле не девушки должны были подносить гостям хлеб и соль, а старики. Глава дома, староста поселения, глава края. Так было издавна заведено на Руси. Старинные дореволюционные фотографии и картины это правило железно подтверждают. С древнейших времен только глава дома, большак, мог распределять пищу среди родичей. Это казалось прежде всего хлеба. Вот что пишут на этот счет авторитетные исследователи. В подобных обычаях проявляется основной смысл традиционного застолья – приобщение к доле, воплощенной в обрядовых напитках и пище, и отведенной всем членам данного социума родовой общины, включая и предков, роль которых исполняли посторонние и странники. Эта их роль проявляется и в раздаче пищи и напитков во время поминовения у дома и на кладбище. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.